Привет всем зрителям проекта Power Device. В этом небольшом ролике хочу показать вам одно интересное, а самое главное полезное приложение. Один из пользователей предложил мне найти такое приложение, которое будет сочетать в себе радио и будильник. Я подумал, почему бы и нет, идея хорошая. Будильник использует много людей, и такой вариант будет очень полезен и практичен. За последние дни я тестировал несколько таких приложений и отобрал одно. Им я, конечно же, с вами поделюсь, это будет полная версия. Скачать вы ее сможете в моем телеграм-канале. Не забывайте на него подписываться, чтобы не пропускать ничего интересного. Ссылку на данное приложение оставлю под этим роликом. Ну а я сейчас вам быстро покажу настройки этого приложения. Там все очень гибко и просто. Во-первых, друзья, после того, как вы установите это приложение, вы сможете использовать вот такой виджет на своем рабочем столе. Он предназначается просто для радио. К нему мы еще вернемся, так как он связан с выбором любимых радиостанций. Приложение у нас установлено, сперва на нем нужно удержать, зайти вот в эти настройки, батарея. Выставляем нет ограничений, это для того, чтобы будильник срабатывал правильно. Далее открываем приложение, жмем «Продолжить». Окей. Я буквально за пару минут сейчас расскажу вам основные настройки, а вы посмотрите их и решите, нужно ли вам данное приложение. Но если этот ролик вышел, значит данное приложение достойно внимания. Итак, первая интересная опция – это радио для сна. Нажимаем «Начать». Приложение говорит нам, что нужно пройтись вот по этим пунктам. Нажать «Настроить сейчас». Сразу отмечу, что никаких глубоких настроек здесь нет, которые будут поджирать батарею. Это приложение даже не нужно добавлять в автозапуск. Просто двигаемся вниз, нажимаем «Настроить сейчас» и включаем галочки, которые нам предлагают. Например, отображение поверх других приложений, нажимаю «Настроить сейчас», нахожу радио «Будильник плюс», включаю эту галочку, шагаю назад. Когда я все это тестировал, я включил все настройки, кроме этой. Чтение состояния телефона. Ее я оставил нетронутой. Публикация уведомлений активируем. Она нужна для того, чтобы в шторке появлялось уведомление для управления. Далее, друзья, я также тестировал эту функцию. Чтобы ее запустить, просто на нее жмем «Начать». Далее, управляя вот этим ползунком, мы выставляем время. Например, 15 минут. Отпускаем палец. Начинает играть радио. По умолчанию здесь стоит радиостанция с классической музыкой. Чтобы заменить радиостанцию, нажимаем сюда. Друзья, всего здесь 4000 радиостанций. Они находятся по всему миру и собраны здесь. Кстати, некоторые из них могут не воспроизводиться. Выбираете любую радиостанцию. Важно обращать внимание, какая цифра вот здесь написана. Например, 128 килобит. Это качество передаваемого звука. Максимум может быть 320. Но в среднем 128 это нормально. Понятно, что мы не будем здесь искать, например, какие-то мексиканские радио. Хотя, возможно, кому-то это будет интересно. Например, на будильник я добавлял себе вот это радио. Positive Sleep Baby. Напротив него ставим сердечко, теперь оно у нас в избранном. Далее, чтобы найти какие-то русские радиостанции, нажимаем сюда, пишем «Россия», и здесь можно находить соответствующие радиостанции. Либо, конечно же, можно вводить какую-то конкретную радиостанцию. Например, опять же для будильника или для успокаивающего радио перед сном я ввожу «Chill» и выбираю радиостанцию, которая мне нравится. В общем, под этим тегом здесь будут более спокойные радиостанции с легкой музыкой. Опять же, чтобы их добавить себе, те, которые вы выбрали, ставим на них сердечко. Далее смотрите, я добавил 2 радиостанции в избранное. Теперь, если я хочу перед сном включить таймер, я нажимаю вот сюда. Все выбранные радиостанции появляются здесь. Я выбираю нужную, ставлю таймер. Все просто. Через выбранное время музыка остановится. Также отмечу, конечно же, это все работает с заблокированным экраном. Просыпаться под такую чилловую музыку очень классно. Одна и та же мелодия с утра надоедает, а здесь они будут разные и очень приятные.
Теперь о том, как настроить будильник. Нажимаем вот эту вкладку, жмем плюсик, выбираем либо будильник на один раз, либо повтор, например, каждую неделю. Если выставим повтор каждую неделю, тогда выбираем вот здесь дни, в которые должен звонить будильник, например, кроме субботы и воскресенья. Они вычеркнуты. Я пока выставлю один раз, чтобы показать вам пример. Далее нажимаем сюда, выбираем радио. Опять же появятся те радиостанции, которые мы выбрали. Далее нажимаю дату, выставляю сегодняшнюю дату, жмем на часы. Это 24-часовой режим. Можно выбирать как вручную стрелками, так и прописывать. Время 13:02. Я выставляю эту стрелку на 13 часов. Минуты на 0,4. Окей. Нажимаю «Сохранить». При этом будильник можно вообще закрыть. У вас вот здесь должно остаться уведомление. Вот он уже сработал. В первый раз, когда я с утра его тестировал, громкость мне показалась большой. Сейчас покажу, как ее настроить. Также можно откладывать будильник на 5 минут и так далее. Если у вас телефон Xiaomi и не появилось вот такое уведомление, как у меня, зайдите в настройки, уведомления и строка состояния, стиль уведомлений, выставляем Android. Но в принципе и в классическом стиле это работает, только выглядит по-другому, вот так. Также у себя я оставляю Android для того, чтобы постоянно видеть вот здесь погоду. Как это сделать, я также показывал на своем канале. Далее, друзья, советую зайти еще в настройки. Общие настройки сигналов. Вот этот ползунок я выставляю на 7. Вернемся к виджету. Если вы не знаете, как его добавить, делаем щипок, нажимаем виджеты. Виджеты Android. В самом низу будет радиобудильник. Я добавлял вот этот виджет. Теперь данный виджет будет воспроизводить те радиостанции, которые вы добавляли в избранное. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк этому видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на этот канал. Если будут какие-то вопросы, задавайте их здесь в комментариях, либо в нашем чате телеграм-канала. Постараемся вам помочь. Всем до встречи, пока-пока.